Здравствуйте, товарищи, товарищ КВ на связи. В этом видео я покажу, как побороть все ограничения бесплатной версии SFS. Сразу скажу, что для этого понадобится воспользоваться редактором. Теперь, когда все редакторофобы поставили дизлайк и удалились, мы начинаем. Как же начать пользоваться редактором? Где найти файлы чертежей? Простым смертным доступ к этим файлам закрыт. Для того, чтобы до них добраться, вам понадобится приложение Total Commander. Ёбаный робот никогда не произнесет это название нормально. Приложение бесплатное и ни хера не весит, поэтому бегом качать. Откройте Total Commander и проследуйте по следующему пути. Память устройства. Android. Дата. Мои приложения. Вот это поебень. Папка игры. Files. Saving. Blueprints. Здесь еще целая навозная куча папок. Это ваши сохраненные чертежи. В каждой такой папке есть текстовые файлы, Blueprint и Version. Нас интересует только первый. Теперь от бла-бла переходим к хоба-хоба. Начнем с расширения границ конструктора. Для раскрытия вашего потенциала, малюсенького поля 14 на 35 метров не хватит. Говорю, маловато будет. Не позволяйте ничтожному капиталисту-разработчику загонять вас в рамки. Смотрите, я накидал детали в верхнюю часть поля. Сохраняем чертеж. Теперь ищем этот чертеж в папке Blueprints. Открываем папку, залезаем в текстовый файл, спускаемся в самый его низ. Видим параметр offset и величины x, y. Из школьного курса математики вы знаете, а если не знаете, удаляйте нахуй игру, ибо не доросли еще. Что по оси x перемещение происходит влево и вправо, а по y – вверх и вниз. Так вот. Меняем эти нули на другие числа. Положительные числа будут двигать содержимое чертежа вправо и вверх, а отрицательные влево и вниз. После редактирования не забудьте сохранить изменения. Загружаем измененный чертеж. Хлабысь, наша гора металлолома переместилась за пределы поля. Таким образом можно строить большие ёбы, без необходимости собирать их при помощи стыковки. Геморрой никому не нужен. С этим разобрались, идемте дальше. Давайте сделаем большой бак. Сохраняем чертеж с баком и бежим его редактировать. Смотрите, у бака есть параметры ориентации, ширина x и высота y, это визуальный размер, чуть позже поймете смысл слова визуальный. А вот параметр width original и height, ширина и высота соответственно, это физический, настоящий размер бака. Наш бак сейчас 2 метра в ширину и 4 метра в высоту. Просто берем и увеличиваем эти параметры до нужных. Загружаем чертеж и ёб твою мать, не сработало. Что не так? На ущербной бесплатке можно сделать маленькие баки, но нельзя сделать большие. Но не спешите делать грустную морду. Есть способ наебать игру и обойти это анальное ограничение. Идем обратно в редактор и возвращаем значение на прежнее. Теперь мы поиграемся с визуальным размером. Меняем единицы, например, на тройки. Сохраняем и загружаем в игре. Все получилось. Ура, но нет, радоваться рано. Обратите внимание, в большом баке топлива столько же, сколько и в маленьком.
Вот почему размер визуальный. Дальше в дело вступает еще один параметр – fuel percent. Это количество горючки в баке, указанное в процентах. 1 – это 100%, 0,96. 96% – 0,1984, 19,84%. Короче, знак дроби смещен. Значение fuel percent может превышать единицу, то есть 100%. Теперь мы вычисляем площадь бака, перемножив визуальную ширину и высоту. Наши две тройки. Меняем единицу на произведение. Заходим снова в игру. Вуаля, в большом баке много топлива. Я сделал такой же бак на платной версии, и в нем столько же топлива, сколько в нашем бесплатном, и массы почти совпадают. Значит, все честно. Еще раз пробежимся по тому, что сделали. Мы сделали маленький бак визуально большим, после чего равно пропорционально добавили в него топливо. Вот так дедушка Валтош обвел вокруг стручка Степу мороженщика. Также увеличиваются отделители, конусы и даже обтекатели. А теперь давайте покрасим наш бак в разные цвета. Сперва покрасим бак в черный. Нам понадобится вот это месиво, строчки кода, которые нужно грамотно пристроить к параметрам бака. Копируйте из описания видео. Сохраните еще одну копию постройки на всякий случай, ибо при вставке этого параметра можно жидко обосраться и запороть файл. Нужно приткнуть это между параметром топлива и вот этой скобкой. Вставили. Нас интересует единственная строчка – Intensity. Этот параметр отвечает за оттенок следов. Чем больше число, тем они темнее. Значение 3 даст вам цвет, приближенный к привычному черному. Также можно делать любые оттенки серого, можете поиграться с разными значениями. Сохраняем. У нас все получилось. Вот вам баг-грабитель. Также можно очернять другие детали, которые в нормальной версии SFS можно красить. Смотрите, куда нужно вставлять этот параметр для разных деталей. Из разноцветных баков можно делать баки с узорами. Могу рассказать подробнее в другом ролике, ибо этот, уже пиздецки длинный. А рыжий бак хотите? Тогда берите тепловой щит. Да, именно его, сохраняйте и приступайте к редактированию. У него есть параметр ширины как у бака, выставляем значение 0,1. Увеличиваем параметр визуального размера, к примеру вот до таких. Теперь у нас есть нечто, напоминающее бак рыжего цвета. Копируем щит. Переворачиваем и вставляем два штуки друг в друга вот так. Это позволит избежать проблем с креплением в дальнейшем, но в нем нет топлива. Добавляем к конструкции бак и снова идем редактировать. Физический бак должен быть тоньше щита, при этом, для удобства расчета, лучше пользоваться числами кратными 5. 0,5.
Теперь подгоняем визуальные размеры бака по размерам недобака и увеличиваем количество топлива. Вы помните, как это делать из фрагмента с большими баками? Полученный бак помещаем внутрь щита бака, под ними он скрывается. Мы только что сделали рабочий рыжий бак. Однако есть одно малюсенькое но. Это лечится уменьшением визуальной высоты нашего белого бака. Готовчик. А если хотите раскрасить ракету по-китайски или по-корейски, вам понадобится синяя полоса. Как вы уже могли догадаться, я сделал их из аккуратно подогнанной солнечной панели. Я использовал только одну панель, с целью снизить массу ракеты. Настоящие баки в таком исполнении разделены, поэтому их необходимо соединить тонким, невидимым баком. О том, как сделать мощный движок, сейчас, я думаю, знает каждая собака. Просто удваиваем параметр Y, а также подгоняем X, чтобы двигатель красиво сидел на баке. А теперь самое важное, если вы не являетесь чучхистом и поддерживаете Зеленского и Хохляндию, то с большой вероятностью у вас нихуя не получится. Ваш телефон взорвется у вас в руках. Очень скоро умрет.